К вечеру у нее болели не только руки. К утру могли ныть даже зубы. И это в день, когда она вообще не выходила на охоту. Сейчас почти все представляют одну и ту же картинку. Мужчины ушли за зверем, женщина осталась у огня, ждет, кормит, молчит. Но если бы зритель оказался в пещере 40 тысяч лет назад, он бы очень быстро понял одну страшную вещь. Самый тяжелый кусок дня начинался не там, где летело копье, а там, где все вроде бы уже должно было закончиться. Запомните одну деталь – зубы. Не копье, не огонь, не снег, а именно зубы. К концу этого ролика станет ясно, почему они расскажут о ее дне больше, чем любой охотник у входа в пещеру. Пока мужчины еще не вернулись, у нее уже не было покоя. Дым ел глаза. Ребенок мог проснуться от любого шороха. У входа тянуло холодом. Огонь требовал внимания. Кости, шкуры, жир, камень – все вокруг не давало расслабиться ни на минуту. Но страннее всего другое. Все это еще не было самой тяжелой частью дня. Почти никто не думает о женщине пещерного века, как о человеке, у которого был свой собственный ад. Не громкий, не героический, не тот, которым хвастаются у костра, а долгий, грязный, вязкий, такой, после которого тело к ночи было разбито сильнее, чем после драки. Почему? Если она не бежала за мамонтом, если не вонзала копье, если не висела над пропастью, почему к утру у нее болело так, будто она тоже всю ночь дралась за жизнь? Вот тут и начинается самое неприятное. Удачная охота для нее означала не облегчение, а чужую победу, после которой наступала ее очередь платить телом. И чем удачнее была охота, тем хуже мог стать ее вечер. Снаружи темнело. В пещере пахло дымом, старым жиром и сырой шкурой. Дети терли глаза, мужчины еще не появились у входа, а она уже знала, как только они вернутся, отдых закончится, даже если его не было вовсе. В этом и спрятана главная ложь о пещерной жизни, будто мужчина добывал еду, а женщина просто была рядом. Нет, рядом она не была. Она стояла в том месте, где добыча либо превращалась в еще один прожитый день, либо пропадала зря. И именно там начиналась работа, о которой почти никто не говорит. Но сначала нужно понять одну вещь. Что именно возвращалась в пещеру вместе с охотниками, и почему после этого у нее начинался не быт, а почти каторга. Она не выбегала навстречу, как в красивой сказке, не улыбалась, не принимала добычу как подарок. Для нее возвращение охотников означало только одно – сейчас начнется то, что нельзя отложить до завтра. Мясо не умеет ждать, шкура не умеет ждать, жир не умеет ждать, холод тем более. Вот в чем главный обман, который держится до сих пор. Люди думают, что охота – это главное событие дня. А для нее главное событие дня начиналось тогда, когда мужчины уже считали свое дело сделанным. Зверь лежал у входа, тяжелый, теплый, пахнущий кровью, паром и смертью. И в этот момент охотник мог наконец сесть у огня, а она нет. Для нее все только начиналось. Потому что добытый зверь – это еще не еда, ни одежда, ни подстилка, ни ремни, ни укрытие от ветра, ни сухожилия, которые потом станут завязками, ни жир, который даст цвет и тепло. Это только туша, большой кусок времени, который прямо сейчас начнет портиться, остывать, твердеть, вонять, привлекать хищников и работать против людей, если не успеть превратить его во что-то полезное. И вот здесь впервые становится по-настоящему ясно, почему ее день мог быть хуже охоты. Охота длилась сколько? Час, два, полдня? А это тянулось до темноты, и после темноты тоже. Без красивых криков, без подвига, без славы. Только руки, спина, дым в глазах и тяжелая работа, от которой никто не станет сильнее, только устанет до боли. Представьте, охотники еще дышат тяжело, на копьях кровь. Дети уже тянутся ближе, потому что чувствуют мясо. В пещере тесно. Воздух густой, огонь шипит, а она уже знает порядок. Что пойдет первым, что нельзя упустить, что надо успеть до холода, что надо сделать до ночи, где придется резать, где тянуть, где держать, где отскребать, где не ошибиться. Потому что если ошибется мужчина на охоте, зверь уйдет,
А если ошибется она сейчас, зверь останется и все равно пропадет. Вот где скрывалась настоящая жестокость ее дня. Ей не нужно было победить мамонта, ей нужно было победить время. И именно поэтому работа женщины пещерного века почти никогда не выглядит эффектно. Зритель не увидит в ней красивую погоню, не увидит бросок копья, не услышит победный крик. Но если смотреть честно, это и была самая долгая часть выживания. Та часть, без которой охота превращалась в бесполезную груду мяса у входа в пещеру. И здесь пора вернуться к тому, что мы оставили в самом начале, к зубам. Почему к вечеру у нее могли ныть даже они, если она вообще не бегала за зверем по снегу? Почему ее рот к ночи мог уставать почти так же, как руки? Потому что иногда одних рук было мало. Шкура не становилась одеждой сама. Ее нужно было тянуть, зажимать, удерживать, натягивать, разглаживать, отскребать, поворачивать, снова тянуть. И в какой-то момент тело начинало помогать само себе так, как может помочь только тело, у которого нет лишних инструментов. Рот становился третьей рукой, зубы – зажимом, челюсть – частью этой тяжелой вязкой работы. Вот это и есть та подробность, от которой у современного зрителя обычно мурашки. Не просто тяжело жила, не просто шила шкуры, а жила так, что даже рот был у нее рабочим инструментом. Не для слов, не для еды, а для выживания. И если на секунду остановиться и представить это без красивого тумана, становится совсем не по себе. Сырые, тяжелые, скользкие от жира материалы, холодные пальцы, дым, который лезет в глаза, боль в шее, в плечах, в пояснице, натянутая шкура, острый край кости или камня и собственные зубы, вцепившиеся в то, что надо удержать еще хоть немного. Потому что бросишь раньше времени, и вся работа поползет. А вместе с ней поползет и твой шанс пережить следующие дни. Вот почему пещерная женщина к ночи могла уставать не как та, что сидела дома, а как человек, который весь день тащил на себе вторую половину выживания племени. И самое страшное тут даже не в боли. К боли тело привыкает. Страшнее была цена ошибки. Если шкура обработана плохо, она хуже держит тепло. Если жир потерян, это меньше света, меньше огня, меньше шансов на холодную ночь. Если ты не успела, не дотянула, не сохранила, не заметила, ошибка бьет не только по тебе, она бьет по детям, по старикам, по тем, кто завтра выйдет на новый холод. Она бьет по всему племени. Вот почему на таких женщинах почти никогда не было места для слабости. Не потому, что они были какими-то сказочными супергероинями, а потому, что выбора не было. Никто не подменит, никто не скажет «передохни», никто не перенесет это на послезавтра. У зверя уже нет будущего, а у тебя оно есть только в том случае, если ты успеешь превратить его тело в жизнь для остальных. И это еще одна правда, о которой почти не говорят. Мужчина приносил шанс, а женщина должна была сделать так, чтобы этот шанс не сгнил у входа в пещеру. Прислушайтесь к этой формуле, она важна. Мужчина приносил шанс, женщина делала его жизнью. Без этого любая удачная охота могла оказаться просто красивой короткой победой, за которой все равно пришли бы холод, голод, сырость и еще одна ночь, в которую кто-то мог не проснуться. А теперь самое жестокое. Даже когда эта грязная тяжелая работа наконец затихала, день для нее не заканчивался, потому что наступала ночь, а ночь в пещерной жизни не была отдыхом. Современный человек думает о ночи как о передышке. Лечь, вытянуть спину, закрыть глаза, забыться. Но в такой жизни ночь не лечила, ночь добивала. Тело уже было разбито руками, дымом, тяжестью, неудобной позой, холодом и напряжением. А теперь ему еще предстояло спать так, чтобы не провалиться в сон слишком глубоко, услышать, успеть, проснуться, поправить, удержать, пережить. Рядом могли спать дети. Кто-то ворочался, кто-то кашлял от дыма, у входа тянуло холодом, огонь надо было чувствовать даже сквозь усталость, потому что слишком сильный жар тоже опасен, слишком слабый еще опаснее. И даже ночью нельзя было просто отпустить все и довериться темноте. День не кончался, он просто становился хуже различимым. И вот тут особенно страшно понять одну вещь. У мужчины в такой жизни хотя бы был момент после удачной охоты,
когда он мог почувствовать: да, сегодня я сделал главное. У нее такого момента могло не быть вообще. Ее день был устроен иначе. Одна тяжелая часть только переливалась в другую, потом в третью, потом в ночь, и утром все начиналось снова. Поэтому вопрос, чем на самом деле занимались женщины пещерного века весь день, звучит почти слишком мягко, как будто речь о распорядке, о быте, о наборе обычных занятий. А на самом деле правильнее спросить иначе. За счет чего они держали на себе вторую половину жизни племени, и что это делало с их телом, с руками, со спиной, с глазами, с зубами, с нервами, с самой возможностью когда-нибудь почувствовать, что день закончился? Ответ теперь уже виден. Они не просто были рядом, не просто не ходили на охоту, не просто занимались детьми. Они превращали добычу в тепло, жир в свет, шкуру в защиту, остатки в следующий день жизни. Они удерживали огонь, воздух, тишину, порядок и ту хрупкую границу, за которой племя еще живо, а не уже нет. И чем честнее смотришь на эту жизнь, тем яснее становится. Фраза «хуже охоты» — это не преувеличение. Охота была страшной, короткой, видимой. Ее работа была долгой, грязной, незаметной, и поэтому о ней так легко забыть. Но забыть не значит отменить. Без нее племя могло добыть зверя и все равно проиграть холодной ночи. Вот почему так важно было начать не с копья, не с мамонта, не с мужского подвига, а с зубов. Потому что именно в них пряталась правда о ее дне. Некрасивая, неудобная, телесная, почти унизительная и потому очень настоящая. Тело женщины пещерного века работало не меньше, чем каменный инструмент, а иногда и дольше. И если теперь снова представить ту самую картинку, с которой мы начали, женщина у огня, мужчина на охоте, то она уже больше не выглядит тихой и второстепенной. Теперь видно другое. Пока он рисковал жизнью один раз, она потом часами расплачивалась телом за то, чтобы этот риск вообще имел смысл. Мужчины приносили добычу, женщины делали ее жизнью. И, возможно, именно поэтому их день был не легче, а хуже охоты. А дальше будет еще неприятнее, потому что в следующем ролике можно пойти еще глубже. В ту часть жизни пещерной женщины, о которой сегодня почти никто не думает. Во что превращались ее руки зимой, когда мокрая шкура была важнее тепла собственных пальцев.